Привет, армия. Во время недавнего прямого эфира Тэхёна и Чингука фанаты заметили несколько моментов, которые явно отражали их близость. На протяжении всего эфира Чингук казался расслабленным, сохраняя свое обычное спокойствие и умиротворенность. Однако был один момент, когда присутствие Тэхёна, казалось, вызвало у него особую реакцию. Как только Тэхён приблизился к нему, выражение лица Чингука слегка изменилось. Его лицо, изначально нейтральное, слегка покраснело. Хотя это была небольшая деталь, многие фанаты заметили перемену и интерпретировали ее как явный пример влияния Тэхёна на Чингука. Эти небольшие реакции не новость для тех, кто внимательно следит за творчеством этих двух артистов. За эти годы они пережили множество моментов, отражающих настоящую и глубокую близость. В каждом взаимодействии становится ясно, что их отношения выходят за рамки простой дружбы. То, что происходит между ними, похоже, строится на основе доверия, привязанности и любви, и это было очевидно с самого начала группы. Еще один момент, который привлек мое внимание во время той же прямой трансляции, это когда Тэхён подошел к Чингуку сзади и слегка по-дружески прикоснулся к нему. Вместо того, чтобы смутить его, Чингук рассмеялся. Это демонстрирует огромное чувство комфорта и доверия между ними. Это не шутка или что-то неловкое, это жест между людьми, которые знают друг друга и имеют сильную связь, и это делает его особенным. Более того, когда Чингук пытается говорить, Тэхён держит микрофон, чтобы ему было легче говорить. Жест простой, но многозначительный, он выражает заботу и участие. Даже когда другие участники в шутку подходят, чтобы предложить другой микрофон, Тэхён твердо держится, как будто позволяя Чингуку использовать тот, что он держит. Этот жест демонстрирует отношения, выходящие за рамки профессионализма. Что интересно в таких моментах, так это то, что им не нужны слова для общения. Своими действиями они постоянно демонстрируют близость, которую разделяют. Их язык тела, взгляды, жесты, улыбки – все это ясно говорит. Связь между Тэхёном и Чингуком искренняя и основана на взаимной привязанности. Поклонники раз за разом замечают их связь, и хотя то, что их объединяет, часто недооценивается или игнорируется, правда в том, что их совместные моменты продолжают вызывать нежность и восхищение. Дело не только в том, что они делают на публике, но и в том, как они это делают, с уважением, свободой и всегда с вниманием друг к другу. Несмотря на слухи или сторонние интерпретации, главное, что они никогда не скрывают, насколько им комфортно вместе. Каждый раз, когда они оказываются в одном месте, даже в неформальной обстановке, как это живое выступление, чувствуется неприходящая привязанность. Особая энергетика, которую они излучают, остается неизменной, независимо от того, сколько времени прошло и как сильно все изменилось вокруг. Зачастую некоторые люди склонны интерпретировать моменты между участниками BTS, не обращая внимания на то, что происходило на самом деле. Недавний пример, когда некоторые люди начали распространять слухи о том, что Чимин и Чингук опоздали на интервью, потому что были вместе, даже выдумывая истории без каких-либо явных доказательств. Из-за этого начал создаваться контент, который пытался показать отношения между ними, не принимая во внимание другие важные детали. Многие упустили из виду поведение Чингука во время этого интервью. Мало того, что теория о том, что он и Чимин были вместе по особой причине, была легко опровергнута, но и стало ясно, с кем Чингук был на самом деле близок все это время – с Тэхёном. С того момента, как они оба прибыли на место, стало ясно, что Чингук предпочитает быть рядом с Тэхёном. Это было не просто совпадение. С каждым шагом Тэхёна Чингук, казалось, естественно следовал за ним, как будто это было чем-то нормальным для них. На протяжении всего мероприятия Чингук был рядом с ним, внимательный и расслабленный. Было ясно, что его присутствие придавало ему уверенности. Более того, взгляд Чингука говорил сам за себя. На некоторых видеозаписях можно было увидеть, как он наблюдает за ним, не небрежно, а со спокойным, внимательным и искренним выражением лица. Был также интересный момент, когда Намджун столкнулся с Чингуком, как бы давая понять, что ему следует отойти или пойти куда-то еще. Однако Чингук предпочел остаться там, где был, рядом с Тэхёном. Этот небольшой жест, хотя и кажущийся незначительным, показал, как Чингук ценил близость с ним, хотя не все с этим согласились. Странным было то, что некоторые поспешили предположить, что опоздание Чингука и Чимина было связано с тем, что они спали вместе и уснули, но это предположение было беспочвенным. Если бы между ними в тот день и была какая-то особая близость, это было бы очевидно.
Вместо этого Чингук вообще не подходил к Чимину во время интервью, ни взгляда, ни жеста, все его внимание было сосредоточено на Тэхёне. И было кое-что, что нельзя было не заметить. Когда интервью закончилось, Тэхён одним из первых вышел из комнаты, и сразу за ним, почти сразу же, появился Чингук. Это не казалось совпадением, он явно хотел остаться рядом с Тэхёном, даже когда они покидали свои места. Такое последовательное поведение демонстрировало настоящую близость между ними, связь, которая выходила за рамки того, что некоторые хотели бы принять. Поведение Чингука с Тэхёном было последовательным уже давно, он защищает его, сопровождает его, внимательно следит за ним. Хотя компания и некоторые представители общественности пытались отвлечься от этих взаимодействий или даже игнорировать их, они находят моменты, чтобы снова быть вместе. Они не делают это преувеличенно или натянуто, они остаются собой, и это самое ценное, их отношения не нуждаются во внешнем одобрении, они основаны на том, что они действительно чувствуют. Трудно точно сказать, о чем думал Чингук в тот день, но ясно одно – его желание быть рядом с Тэхёном. Речь идет не о создании бессмысленных теорий, речь идет о том, чтобы увидеть то, что прямо перед нами. Их искренние поступки, то, как они смотрят друг на друга, их взаимная поддержка – все это отражает связь, не требующую сложных объяснений. Чингук и Тэхён разделяют особую связь, и хотя некоторые могут отрицать или переосмысливать ее, правда в том, что они продолжают идти бок о бок, несмотря на нелегкий путь. Некоторые могут подумать, что близость Тэхёна и Чингука – всего лишь часть представления, другие могут поверить, что все спланировано, что за каждым шагом скрывается сюжет. Однако, если внимательно понаблюдать за тем, как они взаимодействуют, как они смотрят друг на друга, как прикасаются друг к другу или как смотрят друг на друга, не обращая внимания на окружающих, можно увидеть, что их поведение не притворство, а нечто естественное. Это часть настоящих отношений, которые не нужно объяснять, чтобы понять. То, как Тэхён и Чингук взаимодействуют, демонстрирует неоспоримую связь. Дело не только в том, что они ладят или являются лучшими друзьями. То, как они подходят друг к другу, насколько комфортно им друг с другом, говорит гораздо больше. Эти действия не натянуты и не повторяются по требованию. Они происходят спонтанно, есть жесты, которые повторяются со временем, рука на плече, взгляд, задержавшийся дольше обычного, улыбка, которая делится без слов. Такое поведение не происходит один раз, оно повторяется многократно и в разное время, что показывает их искренность. Один из самых ярких аспектов их отношений – это повторяемость определенных жестов, это не совпадение. Когда кто-то повторяет одно и то же поведение с другим человеком, это говорит об особом доверии. Тэхёну и Чингуку не нужно привлекать внимание к своей связи, они не пытаются быть в центре внимания или выставлять на показ то, чем не являются. Вместо этого они ведут себя спокойно, стараясь держаться вместе как можно дольше, даже когда обстоятельства не всегда позволяют это. Иногда люди пытаются преуменьшить то, что происходит между ними, или переключить внимание на что-то другое. Бывают также моменты, когда кажется, что в определенных ситуациях они пытаются разлучить друг друга, но потом снова находят друг друга, не поднимая шума. Они ищут друг друга естественным образом, как два человека, наслаждающиеся обществом друг друга, не нуждаясь во внешнем одобрении. Их отношения строятся на мелочах. Например, когда один из них говорит, другой внимательно слушает. Когда они находятся в одном месте, всегда возникает какой-то контакт, пусть даже самый незначительный. И во многих видео или презентациях можно увидеть, как они заботятся друг о друге. Это не поверхностная забота, это показывает искренний интерес к чувствам друг друга. Это один из самых явных признаков того, что между ними что-то сильное. Эмоциональная связь между Тэхёном и Чингуком постоянна. Они не только физически рядом, но и внимательны к потребностям друг друга. Когда один из них устал, другой тоже уделяет внимание. Когда их что-то беспокоит, они опираются друг на друга. Эти детали, пусть даже незначительные, создают четкую картину их отношений. Неоднократно можно было видеть, как Тэхён меняет позу, чтобы быть ближе к Чингуку, или как Чингук наклоняется к Тэхёну, когда они садятся. Они делают это не со всеми, такое поведение свойственно каждому, даже когда вокруг много людей, они всегда находят способ наладить контакт. Эта близость не всегда очевидна сразу, но при ближайшем рассмотрении она становится очевидной и постоянной.
На публичных мероприятиях, интервью или прямых трансляциях люди часто видят, как люди смотрят друг на друга и понимают друг друга, не говоря ни слова. Этот взгляд несет в себе смысл, выходящий за рамки дружбы, он отражает непревзойденный уровень близости. Многие люди общаются словами, но у них выработалась форма общения, где жесты говорят сами за себя. Это то, что формируется со временем и на основе высокого уровня взаимного доверия. It's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard.